Для носочка нам потребуется пряжа. Я буду вязать пряжей на Авито. Так, в 100 граммах 200 метров. Это получается 10 на 10, 18 петель на 26 рядов. Итак, спицами я буду вязать 2,5 миллиметра. И я взяла круговые. Вы можете взять чулочные спицы, если вам так удобно. Еще нам понадобится с вами щипчики, ножнички для обрезки, да, и иголочка, чтобы спрятать ниточки. Так, для нашего размера мы берем с вами ниточку. Так, взяли ниточку, большой хвостик оставляем, да, и набираем 40 петель эластичным способом. То есть мы делаем с вами петельку, проносим под верхней ниточкой спицу, подхватываем нижнюю нитку. Это получается изнаночная петля, то есть уже 2 петли. Проносим под нижней ниточкой, подхватываем верхнюю ниточку, получается лицевая петля. Это 3 петли. Опять под верхней подхватываем нижнюю, 4 петли, изнаночная петля. И так мы набираем 40 петель. Набрали с вами 40 петель и приступаем к вязанию. Первый ряд. Первую петельку я снимаю. Следующую петельку я тоже снимаю, ниточка перед работой. Лицевую следующую петлю, третью петлю мы провязываем лицевой петлей. Четвертую петлю изнаночную мы пропускаем. Лицевую провязываем, изнаночную пропускаем. Лицевую провязываем, изнаночную пропускаем. И так довязываем до конца ряда. Последнюю петельку мы провязываем изнаночной петлей. Итак, переворачиваем работу. Следующий ряд вяжем опять точно так же. То есть мы первую петельку снимаем, изнаночную петлю мы пропускаем, ниточка перед работой. Лицевую петлю мы провязываем за переднюю стеночку лицевой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем. И так до конца ряда. Последнюю петельку мы провязываем изнаночной петлей. Ниточку подтягиваем. Вот такой у нас красивый эластичный край получается, как машинной вязки. Итак, переходим на следующую сторону. И здесь уже приступаем к вязанию по кругу. Итак, у нас на спицах с вами 40 петель. Мы провязываем следующим образом. 20 петель провязываем все петельки, то есть 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И для того, чтобы потом нам ничего не разделять, я наберу еще 2 петли, то есть 22 петли на одной стороне будет. Если вы вяжете на чулочных спицах, то у вас должно быть по 11 петель на первой и второй спице. Итак, разделяем. Одна половинка у нас есть. Так, и остается у нас 18 петель на 2 другие спицы или на вторую половинку. То есть мы довязываем уже до конца ряда, чередуя лицевые и изнаночные петельки.
Так, теперь замыкаем вязание в круг. И вяжем по кругу. Вяжем еще 5-6 рядов резинкой 1 на 1. То есть это будет приблизительно у нас с вами 2-2,5 сантиметров резиночка для коротких носочков. Можете связать 3, оно хуже не будет. Будет более фиксировано на ноге держаться, на ноге. И вот таким образом мы провязываем с вами еще дополнительно 5-6 рядов. Встретимся, когда резинка будет провязана уже. Мы провязали резинку. Теперь мы с вами должны провязать 2 ряда лицевыми петельками. Полностью по кругу вяжем все петли лицевыми. Там, где были изнаночные, мы тоже провязываем лицевые петельки. Два ряда лицевых мы провязали. Итак, теперь мы вывязываем с вами пятку. Пятку мы вывязываем на первых 22 петлях, как мы с вами и оставляли. Итак, довязываем лицевыми петельками до конца, то есть провязываем 22 петли лицевой гладью. Переходим на изнаночную сторону. Первые 2 петельки мы провязываем с вами вместе изнаночной петелькой и довязываем до конца изнаночными петлями. Переходим на лицевую сторону. В лицевом ряду в начале ряда убавляем 2 первые петельки лицевой петлей. Итак, у нас на спицах получается уже 20 петель вместо 22. Таким образом, мы в каждом начале ряда с вами, начиная с изнаночного ряда, убавляем до тех пор, пока у нас на спицах не останется с вами 8 петель. То есть в лицевом ряду в начале ряда мы убавили 2 петли лицевой, вернее убавили 1 петлю, 2 петли провязали вместе, довязываем до конца ряда. Переходим на изнаночную сторону, 2 первые петельки мы с вами провязываем вместе изнаночной петлей и довязываем изнаночный ряд до конца. Переходим на лицевую сторону, первые 2 петельки провязываем вместе лицевой петлей и доходим до конца ряда. Переходим на изнаночную сторону, первые 2 петельки провязываем изнаночной петлей вместе и доходим до конца ряда. И так до тех пор, пока у нас на спицах не останется 8 петель. Встретимся, когда у нас уже будет на спицах 8 петелек. Итак, мы провязали подъем пяточки,
до 8 петелек. 2, 4, 6, 8. Последний ряд я провязала по лицевой стороне, сократила в начале ряда одну петельку. Переходим на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем и провязываем 8 петель изнаночными петельками. И здесь в конце ряда мы должны с вами поднять петлю. Здесь у нас есть петли, которые мы провязывали вместе, и есть промежуточная петля между ними. И вот мы должны с вами поднимать петельки в промежуточную петельку. Изнутри вывязываем изнаночную петельку. Вот так. Дальше у нас опять идет петелька, которая соединительная была, да, то есть мы вместе провязывали. Она как узелок, мы туда просто не доберемся, поэтому мы будем всегда добавлять в промежуточные петельки. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 и тут 7. Итак, поднимаем с вами по 7 петелек, то есть одну мы подняли. Дальше переходим на лицевую сторону, провязываем петельки лицевыми до конца ряда. И прибавляем. Вот, то есть у нас была петелька, которая совместно провязана, да? В следующую петельку добавляем петлю, лицевую петлю, и уже спереди. Опять переходим на изнаночную сторону, вяжем петельки изнаночными. И в конце снова прибавляем петельку, изнаночную петельку. Переходим опять на лицевую сторону и вяжем по лицевой стороне лицевые петельки, прибавляя в конце одну петлю. Вот у нас уже формируется пяточка. Переходим опять на изнаночную сторону, довязываем до конца ряда. И прибавляем еще одну петлю. Снова на лицевую сторону. Добавляем еще одну петлю. И так мы должны с вами провязать, чтобы у нас на спице получилось снова 22 петельки. Встретимся, когда уже дойдем до начала вывязывания пятки. Итак, последний лицевой ряд. Довязываем до конца и добираем последнюю петельку. Она у нас 22 петля. Вот после узелочка следующая петелька. Получается 22 петельки на спице. Можете перенести, можете не переносить. Я пока что не буду их трогать, пусть они у меня остаются на одной стороне, потому что на следующей стороне, то есть здесь сверху, у нас будет идти узор. Итак, первую петлю мы провязываем изнаночной, дальше 3 петли перекрещенного узора, лицевая, изнаночная, лицевая. После чего перегородка идет у нас в 2 изнаночные петельки. Дальше 6 петель узором, который меняет петельки. То есть мы будем в каждом ряду чередовать с вами лицевые и изнаночные петли, менять их местами. 6 петель, лицевая, изнаночная, 2 петли, опять лицевая, изнаночная, 4 петли,
И еще раз лицевая, изнаночная, 6 петель. Дальше опять по узору в обратную сторону у нас идет 2 изнаночные петельки, 3 петли, которые мы будем перекрещивать, лицевая, изнаночная, лицевая, и в конце идет изнаночная петля. 22 петли, которые идут от пятки, у нас всегда будут идти лицевыми петлями, поэтому на них зацикливаться мы не будем, заострять внимание. Мы провязываем их лицевыми петельками. Итак, опять узор. Первая петля у нас идет изнаночной петлей. Следующие 3 петли мы вяжем 2 раза одинаково, 3-й раз перекрещиваем, потом опять 2 раза, 2 ряда у нас получается одинаково, 3-й раз перекрещиваем. То есть сейчас идет у нас 2-й ряд, мы его провязываем точно так же, как и 1-й, лицевая, изнаночная, лицевая. Следующие 2 петельки изнаночные тоже никогда не меняются. А центральные 6 петель мы будем с вами чередовать. До этого мы вязали с вами лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь будет изнаночная, лицевая, 2 петли, изнаночная, лицевая, 4 петли, изнаночная, лицевая, 6 петель, 2 изнаночные петельки, 3 петли, которые будем перекрещивать, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, и заканчиваем изнаночной петлей, которая тоже у нас никогда не меняется. Петельки пятки мы провязываем с вами лицевыми, я их пропущу. Вернемся, когда будем вязать узор. Итак, 3-й ряд узора вяжем следующим образом. Первая изнаночная никогда не меняется. 3 петли мы должны с вами перекрестить. Первую петельку снимаем перед работой, изнаночную петельку снимаем за работой, 3-ю петлю провязываем лицевой петлей. Теперь меняем местами провязанную и изнаночную петлю, изнаночную провязываем изнаночной. Теперь меняем 2 провязанные петли и первую петлю, уже подхватываем спереди, меняем их местами и провязываем первую. Дальше 2 петли изнаночные, тоже никогда не меняется. То есть мы с вами перекрестили 3 петли центральные, и отделение идет у нас изнаночными петельками. Дальше 6 петель, которые у нас меняются местами. Где была изнаночная, мы провязываем лицевую, где была лицевая, мы провязываем изнаночную. Итак, 6 петель. 1, 2, 3, 4 и 6. Дальше идут 2 изнаночные петли. И снова перекрещиваем с вами 3 петельки. Точно так же, как и делали это в первый раз. Лицевую снимаем перед работой, изнаночную снимаем за работой. 3-ю петельку мы провязываем лицевой петлей. Возвращаем, меняем местами провязанную и центральную изнаночную петельку, провязываем изнаночную петлю. Теперь меняем местами 2 провязанные и первую не провязанную петельку. Провязываем лицевой первую петлю и заканчиваем изнаночной петлей. Вот так получается формирование узора у нас. Дальше провязываем лицевыми петли пятки, то есть стопы теперь, да, нижней части. И дальше мы вяжем также по узору 2 ряда, не скрещивая петли, в 3-м ряду перекрещиваем точно так же. Таким образом мы должны с вами провязать, измеряем вот от пяточки, она хорошо складывается и удобно смотреть. Таким образом мы должны с вами провязать от пятки 16,5-17 сантиметров. Не забываем про узор.
Провязываем 16,5 сантиметров и переходим на вязание мыска. Мы провязали с вами 16,5-17 сантиметров от начала пяточки. Вот так это выглядит с верхней стороны. Остановилась я вязать перед ступней. Дальше начинаем вывязывать с вами мысок. Итак, довязываем по ступне до тех пор, пока у нас не останется с вами 2 петельки. Нет, прошу прощения, мы совсем забыли с вами. У нас на одной спице 22 петли, на второй спице у нас 18 петель. Мы должны с вами по одной петле перенести на верхнюю сторону. То есть мы первую петельку снимаем на спицу верхнюю. Снимаем, мы ее забыли провязать. Так, мы ее провязываем. Это 19 петелька. И потом в конце ряда мы одну петлю тоже перенесем на верхнюю спицу. Итак, вяжем с вами до тех пор, пока у нас на спицах не останется 3 петли. Потому что 2 петли мы будем сокращать, а одну петлю мы должны перенести на верхнюю спицу. Итак, довязали, у нас осталось 3 петли. Теперь 2 петли мы провязываем с вами вместе лицевой за переднюю стеночку. Вот так. Последнюю петельку мы переносим на верхнюю спицу. Итак, теперь вяжем по верхней стороне. Верхняя сторона. У нас получается одна лицевая, которую мы перенесли. И дальше у нас идет изнаночная петелька. Мы должны поменять местами петлю лицевую, чтобы у нас была левая стеночка спереди. И провязываем вместе с изнаночной петелькой лицевой петлей за заднюю стенку. Дальше довязываем до тех пор, пока у нас на спицах не останется 2 петли в конце ряда. Вернее, не ряда, а в конце спицы. То есть мы делаем с вами убавки по боковым частям. Осталось 2 петли. Мы провязываем их вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Вот так. Теперь переходим на нижнюю часть. И в самом начале мы с вами не делали убавку. Мы ее сделаем сейчас. Переворачиваем с вами 2 петельки левыми стеночками вперед и провязываем вместе за заднюю стенку лицевой петлей. Следующий ряд по кругу мы вяжем без убавок лицевыми петельками. Итак, мы провязали один ряд без убавок. Следующий ряд у нас идет с убавками. Это второй ряд. В начале мы не будем делать убавку, мы ее делаем в конце. То есть мы ее сначала провязываем и делаем нашу убавочку с левой стороны. Вот здесь. Довязываем до тех пор, пока у нас не останется 2 петельки. То есть у нас как бы начало ряда получается с середины нижней части. Начинаем убавки с левой части, заканчиваем убавки с правой части.
2 петельки осталось, провязываем их вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Переходим опять на верхнюю часть, делаем убавки в начале и в конце ряда по одной петельке. В начале ряда мы с вами переворачиваем 2 петли, провязываем их вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. А в конце ряда мы провязываем 2 петли вместе за переднюю стеночку лицевой петлей. Снова переходим на нижнюю часть. И здесь в начале мы должны с вами провязать с убавкой, а в конце ряда провязать простой лицевой петелькой, потому что следующий ряд у нас идет закрепочный, идет без убавки. Итак, мы должны с вами делать убавки с двух сторон до тех пор, пока у нас на каждой части не останется по 12, по 10 петель. Вот на данный момент у нас 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. То есть нам надо убрать еще 6 петель. Это 3 раза сделать убавки. И тогда у нас получится 10 петель на каждой стороне, на одной и на второй. Встретимся, когда останется уже 10 петелек. Итак, на верхней части у меня уже получилось 10 петелек, да, я делаю сокращение в этом ряду. На верхней части 10 петель, на нижней части пока что 11. Итак, мы делаем последний раз убавочку. И следующий ряд мы провязываем с вами закрепочный. После убавок провязываем лицевыми петельками все петли по кругу. Последний раз. После чего мы будем делать с вами убавки в каждом ряду, в каждом круговом ряду. Итак, провязываем с вами до тех пор, пока не останется у нас с вами 2 петли в конце ряда. Делаем убавочку за переднюю стенку, 2 петельки вместе лицевой петлей. На верхней спице мы точно так же сокращаем, переворачивая 2 петельки, сокращаем их за заднюю стеночку лицевой. Довязываем до последних 2 петелек, которые мы провязываем вместе лицевой петлей за переднюю стеночку. Опять переходим к нижней части. Здесь переворачиваем 2 петли, провязываем их вместе лицевой за заднюю стенку. И теперь мы не провязываем с вами лицевого ряда, мы вяжем дальше ряды с убавками. Довязываем до тех пор, пока у нас не останется 2 петельки, провязываем их вместе лицевой за переднюю стеночку. Переходим на верхнюю сторону. На верхней стороне 2 первые петельки переворачиваем, провязываем их вместе лицевой петелькой за заднюю стеночку. Довязываем до последних 2 петель и провязываем их вместе лицевой петлей за верхнюю. И так вяжем, пока у нас на спицах не останется 4 петельки. 4 петли сверху, 4 петли снизу. Итак, у меня получается 4 петельки сверху и 5 петель снизу. Переходим на нижний ряд. Провязываем первые 2 петельки лицевой петлей. У нас получается 4 петли. Я провязываю еще одну петлю лицевой,
После чего обрезаем ниточку сантиметров 15 приблизительно, чтобы было удобнее прятать и закрывать петельки. Берем иголочку, вставляем кончик ниточки и теперь петли вдеваем, то есть иголочкой вдеваем в каждую петельку. Вот так, снимая их со спицы. Ниточку протягиваем. Теперь верхние петельки. Раз, два, три, 4. Ниточку подтягиваем. Здесь можно их убрать, спицы, и просто вдеть 2 оставшиеся петельки. Дальше мы смотрим нашу петельку, которая была первая, вдеваем в нее, делаем еще один круг в каждую петельку, после чего затягиваем ниточку и выводим ее через кончик во внутреннюю часть носочка. Носочек выворачиваем. И по изнаночной стороне я делаю несколько оборотов, опять несколько стежков по петелькам крайним, последним, которые у нас были, да, то есть затягивая. Можно сделать узелочек, чтобы не переживать, что ниточка вылетит. Делаем один узелочек и снова прячем ниточку. Все. Ниточку можно обрезать. Теперь она у нас никуда не денется. Прячем верхнюю теперь ниточку. Берем иголку. Берем кончик. Вдеваем. И здесь у нас остался такой как бы шовчик, да, потому что мы с вами провязывали несколько рядов без скрепления, без кругового вязания. Я делаю так: подхватываю одну сторону, возвращаюсь в другую сторону, и еще разик можно вернуться сюда. И как-нибудь выйти на изнаночную сторону. Так, по изнаночной стороне здесь у нас есть лицевые петельки. Вот они. И есть коса из лицевых. Берем и вот так круговыми движениями вводим иголочку в петельки, то есть в стеночку, в правую, в левую. Теперь переходим на вторую часть, переворачиваем работу, и по второй части мы точно так же круговыми движениями вводим в каждую стеночку. Вот так. И выходим сверху. Все. Ниточку можно обрезать, она у нас никуда не денется, и ее не видно. Вот такой у нас замечательный носочек получился.